Витаю вас! BattleBit, как многим известно, уже давно не находится на пике своей популярности. И сейчас игра переживает свои чуть ли не худшие времена за всю историю. Но что же именно случилось с игрой? Неужто разработчики действительно просто взяли и ушли с деньгами, кинув игру на произвол судьбы? Это единственное видео во всем ютубе, где я углублюсь в этот вопрос и расскажу вам о том, что именно случилось с игрой за эти последние 2 года. 10 июня 2023 года на официальном канале BattleBit объявляется дата выхода игры в ранний доступ, а именно 15 июня. Тот наплыв игроков, который произошел в ту дату, поверг в шок даже разработчиков. Но такой успех и неудивителен, ведь игра совместила все наилучшие механики Battlefield, имела voice-чат и матчи на 254 игрока. И это все подавалось игрокам под столь грустное послевкусие релиза Battlefield 2042. Да, графика в игре была и не самая лучшая, но именно геймплей вывозил весь BattleBit в топы. Игра, мягко говоря, хайпанула, получила нереальный ажиотаж и вновь довела, что инди-игра от 3 разработчиков, мапмейкера, 3D-художника и программиста, может убить даже AAA игру. Ну, так говорили игроки, они считали, что BattleBit это новый убийца Battlefield. Как я уже и упоминал ранее, игра находилась в своем абсолютном пике. Выходили видосы, обзоры, похвальные рецензии, но самое главное, разработчики поддерживали это все, выпуская регулярные хатфиксы и обновления. И казалось бы, выпускаете обновы да почаще, и игра будет отлично себя чувствовать, но как бы не так. Разработчики хоть и выпускали обновления, но они были незначительными. Это были обновления не про нацеливание на релиз, а скорее на удержание аудитории, которую они получили. Это можно заметить по регулярности самих обновлений и по их контенту, которого было достаточно мало. Я не спорю о том, что была куча действительно полезных нововведений, которые изменили игру в лучшую сторону, но именно фундаментальных изменений не было. Да и некоторые решения разработчиков были максимально глупыми. Я до сих пор не понимаю сути добавления новых режимов, которые пользовались популярностью лишь в момент их выхода. Реворки карт, которые игроки приняли весьма холодно, особенно Multi Islands, я причем даже не знаю почему. Обещания, которые так и не выполнились. Я говорю про Мил-Сим режим, переработанные модели транспорта, оружие, которые были показаны в DLC, но при этом так и не появились в принципе, кроме некоторых. Ну и вишенка на торте, комьюнити сервера. Те самые настраиваемые с жесточайшей гибкостью сервера, система которых была переработана в игре, которая даже не вышла, через которую игроки разошлись мнением про ДТК и который сейчас не работает. Это ведь определенно не потраченное время впустую, ведь так? И дело не в том, что комьюнити сервера это что-то плохое, а в том, что они создаются в первую очередь для долгосрочной перспективы, чтобы дать комьюнити больше возможностей делать что-то интересное без особого участия разработчиков. Но в игре, которая вышла в ранний доступ буквально 2 месяца назад, добавлять эту функцию бессмысленно, при этом тратить на нее так много времени. По итогу, да, комьюнити сервера работают и не изменили игру в свое время. Но с онлайном 800 человек в них почти никто и не играет, да и новое создать попросту невозможно, пока не выйдет новое обновление. Гениальное решение. И сейчас вам может показаться, что я все преувеличиваю, и отчасти вы будете правы. Обычным игрокам на самом деле игралось вполне нормально, претензий к разрабам практически не было. Они вот патчи выпускали, кормили игроков разными ивентами, поддерживали коммуникацию, но онлайн оставался достаточно хорошим как для такой игры. Но, если мы посмотрим на ситуацию со стороны разрабов, то тут все достаточно печально. Онлайн игры постепенно падает, интересы игроков к этой игре тоже, обновы не приносят чего-нибудь кардинально нового, тем самым не исправляя проблемы игры и не подталкивая ее в глобальный релиз. Новички покупать игру не хотят, а старички просто не играют в нее. В общем, нужно было что-то действительно менять, и разработчики именно этим и занялись. 17 декабря 2023 года выходит последнее на данный момент обновление, которое почти что полностью ломает звук в игре. Разработчики осознают проблему, говорят, что не пофиксят ее в следующем патче, который, как вы понимаете, так и не вышел. Кстати, под словом «разработчики» я подразумеваю всю команду разработчиков. Да, у них есть своя команда, однако большинство из этих ребят в основном работают вокруг BattleBit, а не непосредственно с ним. Вы можете посмотреть, чем примерно они занимаются на этом сайте. Так вот, именно с этого момента разработчики начинают свою работу над новым обновлением, которое изначально было направлено на кардинальное изменение звука в игре. Они также продолжают делиться с игроками нововведениями в своем Discord-сервере. Из новых функций мы узнали про новую физику аксессуаров, то бишь гили и белки, и новые условия для разблокировки косметики. Наступает 2024 год.
разработчики выкладывают в Steam очень важное сообщение, где говорят о том, чего они хотят достигнуть в этом году и над чем уже работают. BattleBit Remastered не будет использовать дорожную карту на данный момент. Это решение дает команде разработчиков гибкость в решении возникающих приоритетов, оперативном реагировании на отзывы игроков и введении динамических корректировок без ограничений по заранее установленным срокам. Мы работаем над тем, чтобы создать более сбалансированное ожидание и лучшую прозрачность между сообществом и разработчиками. Чтобы BattleBit продолжал предоставлять непревзойденный игровой опыт, в этом месяце мы провели внутреннюю реструктуризацию. Эта реорганизация направлена на оптимизацию наших процессов, улучшение коммуникации и создание более совместной и дружественной среды. Мы предоставляем вам и работаем над обновленным графиком обновлений. За последние годы мы узнали, что еженедельная рассылка обновлений не лучший вариант, так как у нас было мало или совсем не было времени, чтобы как следует их протестировать. Наша цель в этом году – создать постоянный поток новых функций и улучшений, чтобы BattleBit Remastered оставался свежим, захватывающим и привлекательным. Хотя это и подразумевает снижение частоты обновлений, это даст нам возможность лучше протестировать наши обновления, патчи и выяснить проблемы и ошибки, которые могут возникнуть прежде чем выкладывать их на сервера. Это предстоящее обновление не является исключением. Помимо этого, разработчики сказали, что наняли себе в команду комьюнити-менеджера для улучшения коммуникации. Переработали девкасты, то есть стримы разработчиков, где они обсуждают об игре и показывают нововведения, а также поделились этой пикчей, где видно все предстоящие нововведения и стадии их разработки. Разрабы не абы какое внимание уделили звукам, что неудивительно, ведь они же эти звуки и сломали. Через месяц разработчики анонсируют фидбэк-команду, группу людей, которым разработчики будут задавать различные вопросы по ходу разработки обновления. И ситуация вокруг всей этой темы вышла просто абсурдной. Изначально, до всех событий, у разработчиков была своя приватная фидбэк-команда, которая не абы как влияла на баланс игры. И тут стоило бы уточнить, что обычно фидбэк от комьюнити все равно учитывался по мере разработки игры, однако ключевые решения обсуждались вместе с этой командой. Так как она была приватной, игроки не могли знать, чем именно они там занимаются и обсуждают с разработчиками. Однако комьюнити утверждала, что имбовость Вектора не исправлялась приличное количество времени как раз таки из-за людей, которые сидят в этой группе обратной связи. Под этот огонь попал один из участников команды, точнее, это была первая причина его вылета из этой группы. Вторая причина заключалась в том, что он абьюзил фарму опыта клана, после этого его и забанили. Комьюнити обрадовалась, однако не перестала жаловаться на всю закрытость обратной связи. И только спустя почти что полгода разработчики анонсируют открытую фидбэк-команду, где показывают, как именно она будет работать, и рассказывают, что она будет регулярно меняться каждую пару месяцев, чтобы все игроки почувствовали себя одинаково услышанными. И что вы думаете? Игроки прошли анкетирование, некоторые из них попали в эту команду, и ничего. Да, все то, на что жаловались игроки, не было исправлено. Они все так же не могли узнать, чем эта группа занимается, что они обсуждают и какие решения принимают. Один из игроков вообще начал бубнить о том, что старая группа фидбэка была самой лучшей, что они очень старались и взамен получили вылет из группы и никаких вознаграждений, хотя вознаграждения и так не выдаются за это. В конце концов, вся эта тема быстро завернулась, и официальной причиной стало то, что старая группа никак не сравнится с новой. Но фидбэк разработчикам в обновлении теперь будет давать QA-тестеры, и вы не поверите, но игроки на них жалуются. В общем, дальнейшая судьба фидбэк-команды неизвестна даже самим разработчикам, а из всей ситуации вышла просто огромнейшая драма, и это изучать было весьма забавным. Именно на этом вся активность в Steam и закончилась. Да, этот пост, который вышел 2 марта 2024 года, стал последним в принципе. Так что теперь мы переходим исключительно в официальный YouTube-канал и Discord-сервер игры, который большинство обозревателей смерти BattleBit старательно обходит стороной. Повыходило еще парочку девкастов. В 22-м девкасте разработчики поделились своими планами на 2024 год. В 23-м же показали новые модели крепления на оружие, новые анимации, звуки, тактический спринт, увеличение ТТК и изменения в классах, а также новую карту и двери, если говорить вкратце. Но если вы хотите узнать больше инфы о нововведениях, посмотрите другой мой ролик по подсказке справа сверху. И именно в этом дайвкасте разработчики сказали, что BattleBit не является милсимом или аркадой, это что-то среднее между этими жанрами. Они просто хотят, чтобы BattleBit приятно игрался в условиях сражения 128 на 128 игроков. Но при этом в игре рано или поздно все равно появится милсим режим. В 24-м дайвкасте нам снова демонстрируют новые звуки.
группу фидбэка, которую я уже упоминал, ну и самое интересное, объяснение, почему Оки, главный разраб игры, не хочет добавлять в команду больше программистов. Прямо сейчас я все еще единственный программист во всем проекте, что мне не нравится, я хочу нанять больше программистов в команду. Проблема лишь в том, что если я найму их, мне придется объяснять им, как работает весь проект, чтобы они не сломали игру. Я должен тестировать их код и прочее, что занимает много времени. Так что сейчас идея такова, что я подтолкну себя до следующего большого обновления, и чуть дальше, когда игра будет более стабильной и менее зависимой от количества игроков. Тогда я уже не торопясь найму новых программистов, покажу им код и объясню им, как с ним работать, поделюсь своим концом с ними. Но опять же таки, это очень долго, и если этим заняться сейчас, мне придется перестать работать над обновлением и учить их коду по типу «ты не должен делать это, потому что тут реализовано то». Отложите у себя это в голове, потому что к этому мы еще вернемся. И вот, в середине марта того же года, они добавляют в игру всплывашку, говорящую о том, что обновление выйдет в середине апреля. Игроки, конечно же, обрадовались и стали с нетерпением ждать столь долгого по меркам BattleBeat обновления. Через 2 недели выходит 25-й девкаст, в котором нам снова продемонстрировали прогресс со звуком, новые модели, кастомизацию сеток прицелов, очередную новую карту и направление, в котором будет двигаться игра. Вкратце, разработчики хотят, чтобы игроки больше вникали в игру. Чтобы не было таких моментов, когда новые игроки заходят в игру и не понимают, откуда их убивают или что их убивает, как, например, с дронами, и тут я лучше поясню. В игре есть разведывательный дрон, который доступен только за класс снайпера, но игроки прощупали игру и осознали, что на этот дрон можно ложить мины и С4, и после этого спокойно лететь в группу противников, подрывая всех игроков. И очевидно, что новички про это никак не будут знать, поэтому сидят в недоумении, думая, что их убило. Так вот, разработчики хотят, чтобы они все-таки знали про такие нюансы, и поэтому добавляют индикаторы, когда дрон приближается к вам. Ладно. Они также не хотят, чтобы один игрок мог вырезать всю группу противников без какого-либо сопротивления или понимания вторых, что их убивает в спину. Именно поэтому они так тщательно работают над звуком и изменением ТТК. Помимо этого, у обновления появилось свое собственное название и версия. 3.0 операция «Переработка». Как же это топорно звучит в переводе. В 26-м девкасте ничего особенно интересного не было. Нам показали разницу в оружиях между текущей версией игры и грядущим обновлением. И вот апрель подходит к концу. Но где обновление? Разработчики ведь говорили, что оно будет в середине апреля, а его до сих пор нет. И вы не поверите, но разработчики отменили обновление снова. Чуть не понял, ты чё, блядь? Я чуть не понял, блядь. Ты что, прикалываешься, что ли? Чё, блядь? Да, они обещали выпустить обновление и в феврале, и в марте, но теперь в апреле 2024 года. По этой причине комьюнити-менеджер игры выпустил пост, в котором объяснил, почему апдейт не вышел в указанные сроки. Главной причиной была, очевидно, неготовность разрабов к выпуску обновления. Конечно, они бы могли выпустить апдейт, если бы вырезали половину контента с него, однако в этом смысла просто не было. Представьте ждать обнову 4 месяца, чтобы получить обычное обновление, которое комьюнити получало каждые 2 недели. Это смешно. К тому же, такое обновление противоречит самим же разработчикам, которые хотели выпустить крупный апдейт с изменением ощущений и восприятия игры, дабы новые игроки лучше понимали игру. Так или иначе, в этом посте терминал также сказал, что даты выхода обновы не будет до тех пор, пока они не будут уверены, что обновление выйдет в указанный срок. И все эти события комьюнити BattleBeat запомнят на всю свою жизнь, наверное, так как мемы про середину апреля до сих пор актуальны. В этот же день выходит девкаст номер 27, в котором нам говорят все то, что я вам уже рассказал, но помимо этого показывают прогресс с прицелами. А в Discord сервере игры нам показывают, что в центре карты Zalfibai появится новая .G. Ну и спустя некоторое время Оки в тот же Discord выкладывает вот это видео со всеми улучшениями звука. Velasquez, создатель карт, проводит голосование с переделкой одной из 4 наиболее требуемых этого карт. По итогу выигрывает карта Вагистан.
Выход 28-го девкаста начинается с измененного дизайна стримов, который выглядит намного лучше. Ну а спикером теперь является терминал вместо Ларри, спустя 5 чертовых месяцев после добавления первого на пост комьюнити менеджера. В девкасте все еще показывает изменения в звуках, а точнее в шагах и в стрельбе. Отныне на звук будет применяться эхо, если он воспроизводится в здании. Добавили свечение на игроках и оружиях, грани на моделях будут сглажены. Новые эффекты выстрелов, новая визуальная отдача и дыхание персонажа также было добавлено в обновление. We actually do have. So cool, man. Наступает 15 июня 2024 года. Для тех, кто не вник в хронологию, именно в эту дату игра вышла в ранний доступ. И разумеется, Оки-Доки должен был сказать пару ласковых своему преданному комьюнити в честь годовщины. И он это сделал. Чуть-чуть опоздал, но все же сказал. Привет, ребята! Сегодня раннему доступу BattleBeat исполняется ровно год. Это жестко. Мы знаем, что у вас есть подозрения насчет будущего BattleBeat, но не ссыте, мы готовим камбэк. Мы сохраняем наши пинги в Дискорде для мега-супер большого обновления, которое первернет игру с ног до головы. Терпите, оно того стоит. Cheers! Go around and try to find a medic and beg for the heals, or literally just be medic. Спустя 2 недели, 22 июня, выходит еще один девкаст под номером 29. Это был действительно большой стрим, в котором разработчики продемонстрировали много нововведений. И самого главного, броня теперь не будет влиять на здоровье, вместо этого будет классовая система ХП. Добавили полоски здоровья и индикаторы на гранатах, которые холодно приняли игроки. Кстати, индикаторы на дронах так и не показали. Ну и еще в каждом матче на картах будет разное время суток и погода. Веласкес показал нам лайаут обновленного Вагистана, где мост уже проходит вдоль всей карты, а поперек проходит огромная стена. И вот 20 июля 2024 года выходит девкаст номер 30. Нам показали новый интерфейс высадки на поле боя, настроек экрана смерти и сказали, что именно над этим они и будут работать в ближайшее время. Также показали обновленный Вагистан во всей его красе и пересеты оружий. Оки сказал, что это будут последние нововведения в обновлении, дальше лишь его тестировка, полировка и выход долгожданного апдейта. Outside of that, though, we will see you guys next devcast. Да, следующего девкаста попросту нет. Сначала его перенесли на следующий месяц, затем разработчики решили пойти на Gamescom, из-за которого как раз таки отменили девкаст, но сказали, что он обязательно будет и будет оправдывать все ожидания. Его по-прежнему не было. И только уже в сентябре мы узнали, что девкастов не будет от слова совсем, до тех пор, пока не выйдет обновление. Причиной этому стало то, что им нечего визуально показывать. Так, а где, собственно, те самые оправданные ожидания? В общем, это ознаменовало начало конца общения разработчиков с комьюнити. Но между тем, Веласкес и Ларри все же показали нам новые интересности по поводу обновления. Новый концепт реворка карты Райвер, в котором выиграл вариант С. Новая карта Aftermath на основе старого Намаг. Концепты нового интерфейса и, самое главное, новое оружие МГ-3. Этот клип был опубликован в канале DevUpdates в официальном дискорд-сервере игры. Без подписи, без уточнений, просто видос. И все сразу подумали, что раз нам это показывают, значит это будет в обнове. Ведь так? Не так. Буквально месяц назад нам сказали, что никаких новых оружий в апдейте не будет. Они появятся лишь после обновления. И ладно, если бы мы это знали изначально, но нет, нам это сказали лишь сейчас. Очень приятно, конечно. К слову, это было последнее сообщение от нашего покровителя Оки-Доки, и даже на 2-летие игры с начала раннего доступа он ничего не написал. Затем Веласкес начал делиться прогрессом создания карты Aftermath, показал новые 3D скайбоксы и сказал, что он больше сосредоточен на последующих обновлениях, которые пойдут уже после грядущего апдейта. Однако все равно фактически все переделанные карты будут именно в обновлении 3.0, так что я не особо понял это предложение.
Ларри добавил, что команда 3D-художников уже закончила работу над обновлением 3.0. И то, что мы сейчас увидим, может просто не быть грядущим обновлением и появится уже в последующих апдейтах. Кроме того, транспортные средства карты получат переработку текстур или полную переработку в зависимости от состояния модели. Это изменение все еще активно разрабатывается, но вот небольшой сникпик. И именно этот пост просто взорвал все комьюнити. И люди ведь до сих пор вспоминают этот грузоподъемник и стебутся над бедным Ларри за его попытки показать прогресс обновления со своей стороны. По итогу он сделал еще один прогресс-репорт, ну и забыл о нас навсегда. С тех пор он ничего особенного про обновление и игру в целом не говорил, так же как и Оки в принципе. Последний, кто оставался с нами на связи, и причем регулярно, так это Веласкес. Он продолжил нам насыпать инфы про обнову, в основном про карты, конечно же. Реворк карты Вали, Sandy Sunset, лайауты последней карты и... Погодите, это что, все? Да, разрабы и на этот канал забили, как удивительно. В любом случае, это не был крест на коммуникации. Да, она заметно ухудшилась. На Steam давно забили, перестали выходить девкасты и даже ту малую информацию в канале Dev Updates постить перестали. Однако, не зря же я говорил, что Веласкес с нами инфой регулярно делится. Разработчики на самом деле просто начали писать интересности по поводу обновления в чатиках, а не в информационных каналах. Через это, очевидно, многие люди, даже зайдя в Discord, подумают, что игра реально мертва и заброшена, но как бы не так. Причина такого действия проста. Они не хотят повышать ожидания игроков насчет обновления, не хотят с нами делиться тем, что еще не сделано, или может попросту не появиться обновление. К тому же, большинство игроков хотело знать именно дату выхода, и каждый раз, получая уведомления в Dev Updates, они видели, что меняют какую-то там карту и пару моделей. Очевидно, что игрокам это не нравилось. Именно поэтому они решили закончить с коммуникацией. Ну, не полностью, но все же. Как бы там ни было, под конец 2024 года Оки делает невозможное. Помните, он говорил, что не будет нанимать себе программистов в команду, потому что их нужно будет долго обучать. Так вот, он их все же нанял. Эти программисты изначально и так были в команде разработчиков, но не делали поверхностную работу над игрой и обновлением в целом. Они не затрагивали движок игры напрямую, но теперь они являются официальными программистами игры, что не может не радовать. Но с другой стороны, такой мув определенно повлиял на скорость выхода обновления, ведь объяснять всю структуру игры изнутри точно задача не на 3 дня. На такой весьма странной ноте закончился 2024 год для BattleBeat. Игра находится в подвешенном состоянии, а игрокам лишь и дают надежду на светлое завтра. Наступает 2025 год. Год полон надежд на возрождение BattleBeat, ведь так? Так как Веласкес полностью перешел в чаты вместо Dev Updates, он навалил нам достаточно много скриншотчиков и интересных изменений. Например, новые фортификации стены Хэска, которые теперь вместо высоты в 2 метра будут иметь высоту в 2,5 метра. Скриншоты с нового полигона, правда, нигде не упоминалось, что это именно полигон, но я своей гениальнейшей дедукцией единственный подумал про него и не прогадал. Горжусь. Ну и показ реворка Sandy Sunset, Эдуардова и новой карты Меза. И 2 апреля этого года разработчики впервые за все это время делятся не скринами карт, а полноценным видосом с полностью обновленным мувментом и PNV. Буквально через пару дней Веласкес постит еще одну немаловажную новость. В игре появятся сумерки и настоящая ночь. И как же это все кайфово выглядит. В комьюнити помимо этого накаляется обстановка, так как Mid-April 2025 уже на подходе, и может они в этот раз выпустят обнову? Нет. Спустя 2 месяца выкатили голосование про реворк следующей карты. В этот раз победила карта Construction, и Веласкес решает сделать реворк этой карты фактически в прямом эфире. Он создал отдельную ветку с обсуждением переделки Construction, где делился прогрессом своей работы вместе с нами, выслушивая фидбэк и отвечая на вопросы. И это реально отличная идея, но почему такие решения принимаются только сейчас? Затем нам стало известно про реворк Ланова, однако Вилл говорил про него так, будто он будет не скоро. Но уже через месяц создается еще одна ветка с прогрессом реворка уже и этой карты. И именно такой подход к изменениям карт мне бы и хотелось видеть всегда. И момент истины вновь наступает. 15 июня 2025 года разработчики снова ничего не выпустили. Да ладно, шучу я. На самом деле вышел тизер обновления. Кто-то скажет, что хрень, кто-то скажет, что нормально, но как по мне это был лучший вариант действий разработчиков, если не учитывать объявление о дате выхода.
В тизере было много вещей, которые мы еще не видели, но в основном нам все уже показывали. Пугает тот факт, что это тизер, и даже не трейлер, ведь, как мы знаем, тизеры обычно появляются на раннем этапе продвижения товара, да. Но в описании под видео написано «Сун ТМ», иронично. Ну а что по итогу? Мы имеем стабильно низкий онлайн в игре и не особо надеющихся игроков, которые, несмотря ни на что, продолжают играть в BattleBit, благо сервера еще не закрыты. Разработчики в основном молчат, но продолжают работу над обновлением. Еще год назад нам говорили, что обновление осталось отполировать, и вот-вот оно выйдет, точно. Но по всей видимости что-то пошло не так. По тизеру мы увидели, что все-таки новые вещи обновы не добавляют, но ключевой вопрос – зачем? Комьюнити устало ждать, устало надеяться, и я уверен, что разработчики тоже устали работать над обновой. Апдейт вышел и так большим, даже очень, если упираться на все скриншоты, видосы и сообщения от разработчиков. Но справедливости ради, канал Dev Updates они вновь оживили, спустя целых 8 месяцев. Рассказали нам подробнее по карте Aftermath и показали новый экран конца боя, о котором подробнее я расскажу в следующем видео, которое выйдет завтра. Я сделал свой концепт на основе этого обновленного экрана, и знаете что? Разрабы одобрили мой концепт и сказали, что они рассмотрят мой вариант и подумают над тем, что можно действительно воплотить в игру. Судя по всему, они снова открыты к фидбэку, что для нас является позитивным звоночком. В общем, перейдем уже к ответам на вопросы, которые, вероятно, у вас возникли по ходу видео. Первое. Разработчики убежали с деньгами? По ходу видео стало очевидно, что это не так. Они полгода с момента раннего доступа выпускали небольшие обновления, но после того, как поняли, что такой подход не очень хорош, решили сделать большое обновление, в котором потерялись во времени. Как бы там ни было, с конца 2023 года они все время работали над обновлением аж по сей день. Второе. И это все, что добавили в обновление? Нет. В этом ролике я совсем коротко описал все то, что будет добавлено в обновление. Примерно в конце лета 2024 года комьюнити собрала всю информацию про обновление от разрабов и впихнула это все в один Google документ, с которым вы можете ознакомиться в описании под видео. Вся инфа там правдивая, не сыте, никакой отсебятины там нет. Но если вам лень читать, можете посмотреть 2 других моих видео на эту тему. Третье. Почему разрабы не захотели сначала сделать хэтфикс, а потом выпускать обнову? Это была ошибка с их стороны. Они изначально хотели выпустить это обновление, как и все другие, то бишь побыстрее. И именно в этом обновлении были бы все хэтфиксы прошлого патча. Но с датой выхода они обосрались. Трижды. Так что толку выпускать маленький фикс спустя, например, 3 месяца после выхода последнего обновления попросту не было. 4. Почему обновление выходит так долго? Потому что разработчики изначально изменили звук в игре, потом осознали, что теперь анимация оружия не стыкуется с новыми звуками, и вот так по цепочке не меняли вещи. Очевидно, что на это ушло время. Много времени, и выпускать обнову, в которой кроме как новых звуков и стрельбы ничего не было, такая себе идея. Поскольку игра вновь получит мгновенный перелив и отлив игроков, поэтому разрабы решили действовать более радикально и менять уже основу игры, чего они фактически не делали все предыдущие обновления. Из-за этого мы и получаем изменения в ТТК, мувменте, балансе и карт, из-за чего обнова затягивается на столь долгое количество времени. 5. Почему бы не разделить обновления на 2 или 3 маленьких? Как я и сказал ранее, все нововведения от разрабов были связаны между собой, и выпускать обновления с новыми звуками, но без новых анимаций было бы просто неуместно. Да и к тому же, представьте лица тех, кто не сидит в дискорде игры, и спустя больше года они видят регулярный патч, который раньше получали каждые 3 недели. Если связать это все еще с тем, что разработчики хотели исправить глобальные проблемы игры, то есть баланс, ТТК, осведомленность новых игроков о том, что происходит у них на экране, то такая обнова была бы провалом со всех фронтов. 6. Где коммуникация? Коммуникация изначально была, и была весьма неплохой, если мы вспомним про те самые девкасты и ответы разработчиков на вопросы из чата. Но со временем, начиная уже с середины 2024 года, девкасты перестали выходить, а Ларри и Оки общаться с комьюнити. После чего и в канале Dev Updates наступила тишина под конец 2024 года. И знаете что? Это было осознанное решение от разрабов. Они выбрали, цитирую, «работать над обновой, а не болтать». Также второй немаловажной причиной отсутствия нормальной коммуникации стало то, что, по словам разработчиков, им банально нечего показывать. Большинство вещей, которые делают программисты, слишком технические или незначительные, чтобы их показывать игрокам. 3D-художники, в свою очередь, работают над обновлением, которое выйдет уже после обновления 3.0. А мапмейкер и так показывает почти все, что он делает. К тому же, коммуникация не исчезла полностью. Она есть, хоть и недостаточно хороша. 7. Почему нету информации в Steam об работе над обновлением?
Изначально в этом не было нужды, но со временем было бы хорошо оповестить игроков, что работа над обновлением идет. Но у них такова позиция, что они хотят сохранить все свои пинги и оповещения только на выход обновления, либо же на его релизную дату. И даже когда вышел тизер обновления, они никого не упоминали, что подтверждает их же позицию. 8. Зачем увеличивать АТК и менять баланс игры? Разработчики поняли, что регулярными обновлениями они не смогут исправить проблемы игры и приблизить ее к релизу. Такие изменения, как баланс и ТТК, просто необходимы для BattleBeat, так как являются самыми главными проблемами игры на данный момент. В текущем билде игры у нас происходит доминация пистолетов-пулеметов над всем другим типом оружия. И разве по-вашему это хорошо? С ППшкой ты можешь убить типа буквально за полсекунды, он банально не сможет среагировать и дать отпор за все это время. Но повысив time to kill и изменив баланс оружия, таких проблем или вовсе не будет, или их будет меньше, что позитивно повлияет на игру в целом. 9. Зачем так сильно менять звук в игре? Все максимально банально. В последнем патче они сломали звук фактически полностью. У тебя нет понимания о том, на каком этаже находится враг и в каком направлении он стреляет. А звук в такой игре, как BattleBeat, играет чуть ли не самую значимую роль, так что менять его нужно было обязательно. 10. Почему бы не нанять больше разработчиков в команду? Ты краще мои видео переглянь, пана. 11. Зачем нужен комьюнити-менеджер, если он ничего не делает? Была бы его воля, он бы с нами общался. Так как разрабы решили кооперативно перестать коммуницировать с комьюнити, то терминал остался без прав на распространение каких-нибудь скриншотов или же нововведений из обновы. И по его сообщениям видно, что ему такой порядок вещей тоже совсем не нравится. Он также не особо понимает некоторые решения разработчиков, как и игроки. В общем, терминал остается нашим слоном, и я надеюсь, что он не уйдет с поста своей должности после выхода обновы. 12. Есть ли шанс на остановку разработки игры и ее дальнейшее закрытие? Чисто в теории все возможно. Но учитывая, сколько денег разработчики получили даже за сам запуск BattleBeat в ранний доступ, то такая вероятность скорее невозможна. Если деньги каким-то образом не закончатся, то наш всеми любимый Оки-Доки пойдет работать на OnlyFans, дабы обеспечить нашу игру средствами. Вот это я понимаю, разработчик. В конце концов, игра разрабатывается уже на протяжении 8 лет, и мне не верится, что BattleBeat сможет просто схлопнуться в моменте и окончательно сдохнуть. Разработчики насыпали нам немного копиума в этом году. Например, терминал сказал, что мета игры поменяется с ног до головы, и разрабы будут надеяться на регулярный фидбэк от игроков, и будут прислушиваться к нему, дабы улучшить весь переработанный баланс игры. Наш комьюнити-менеджер также выдал вот такое сообщение, где сказал, что это обновление не про возврат игроков в игру, а все, что будет после обновления, которое вернет их обратно. Грубо говоря, это обновление будет лишь началом полноценного возрождения игры. И в дальнейшем у нас будет все то, что мы потеряли. Коммуникация, девкасты, регулярное обновление и прочее. Если вы еще не поняли, то фактически все, что как-то связано с BattleBeat, попросту замерло до тех пор, пока не выйдет само обновление. Разработчики пока что рассчитывают на выход полноценных обновлений, то есть не хатфиксов, через каждые 3-6 месяцев. Уже после того, как выйдет обновление 3.0, конечно же. Также после этого апдейта планируется делать всяческие ивенты в игре, в которых будут даже какие-то призы. Помимо этого, сам Веласкес говорил, что вероятнее всего переработанная карта Валии не будет в обнове. Вместо этого она появится в одном из таких ивентов. Но что же насчет меня, то мое мнение таково, что обновление рано или поздно выйдет. И после этого BattleBeat действительно заживет. Будут регулярные апдейты, патчи, коммуникации, ивенты, и мне наконец-таки выдадут роль ютабера в их дискорд-сервере. Я надеюсь. Возможно, прирост игроков будет не таким большим, как при выходе игры в ранний доступ. Но с другой стороны, камон, я уверен, что много людей соскучилось по этой игре и повесели в ней. И услышав, что будет просто глобальнейшее обновление этой игры, многие игроки по-любому решат вернуться в нее вновь.